Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манаса Сагынбаева-Рызвакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Я эту книгу провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики и включил его в школьную программу в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манаса. Затем, чтобы дальше популяризировать эпос, я перевел его на русский язык, и она также рекомендована в качестве дополнительного учебного пособия для средних школ. С целью дальнейшей популяризации своего произведения я открыл специальный интернет-сайт epos-manas.com, где выставил оба варианта своего произведения в электронном виде для продажи. Кто хочет, может приобрести их там. Ну, а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. После подготовки к свадьбе прошел обряд венчания, и Манас и Харабор поженились. Кайып, проявив гостеприимство, устроил большой пир. Кыргызы вдоволь наелись и напились. Однако Манас, хотя кушал без отказа, вообще не дотронулся до водки. Удивленный Кайып спросил у богатыря причину этого. По шариату нельзя пить водку, ответил с улыбкой Манас. Сегодня твоя свадьба, так что ты можешь, не стесняясь, пить, сказал Кайып. Нет, покачал головой богатырь. Водка никогда не приводит к добру. Отец в детстве рассказал одну интересную притчу. После этого я обещал себе никогда не пить водку. Скажи мне ее, с любопытством спросил хан. Отец рассказал об одном ученом муже. Он много раз говорил: о, люди, остерегайтесь водки. Она мать зла. Да ваш же умный, воспитанный юноша. Он был добрым и смиренным, совершал намаз 5 раз в день, постоянно ходил в мечеть. Однажды злая, развратная женщина встретила его и приказала слуге впустить молодого человека в дом. Когда он вошел, слуга плотно закрыл дверь. Юноша перед женщиной увидел кувшин с водкой и маленького мальчика. «Ты не сможешь сбежать от меня», – ехидно сказала ему развратница. «Сейчас ты выпьешь эту водку. Либо переспишь со мной, либо убьешь этого мальчика. Если не сделаешь этого, подниму шум. Буду кричать, что ты ворвался ко мне домой и пытался меня изнасиловать. Кто тебе тогда поверит?» Молодой человек оказался в тяжелой ситуации, сказал себе: я никогда не пойду на прелюбодеяние. И этого ребенка тоже не буду убивать. Я лучше выпью водку. После этого, выпив одну пиалку водки, он попросил налить еще. Вскоре, напившись и опьянев, юноша переспал с женщиной и убил ребенка. Очень поучительная история, сказал Кайып, внимательно выслушав Манаса. Да, согласился богатырь. Когда я впервые услышал ее, она произвела на меня огромное впечатление. Я много раз убеждался, что употребление водки вредно, не доводит человека до добра. Не случайно у нас, у кыргызов, говорится: сумасшедший спасся от пьяного, удрав от него.
Так что не заставляйте меня пить водку. Хорошо, сынок, ответил Каиб и отказался от намерения напоить своего зятя спиртным. После свадьбы, избрав Каиба снова ханом, Манас продолжил гостить в доме своего тестя. 3 месяца спустя, вместе с приданым жены, Манас отправился обратно домой, в Алтай, к отцу Жакову. Прибыв домой через 8,5 дней, он начал жить в Караборг дружной семьей. Караборг была воспитанной и умной девушкой, поэтому быстро завоевала симпатию родни мужа. Родственники Манаса были особенно восхищены ее отношением к Бакаю. Караборг, расстроенная тем, что ранила двоюродного брата мужа, при виде Бакая не могла устоять на месте и убегала от него. Всякий раз, едва завидев его, она, прижав руки к груди, беспрерывно кланялась ему. «Будь богатой, доченька, будь богатой!» Остался очень доволен Бакай, когда Караборг впервые поприветствовал его таким образом. «Пусть у тебя родится сын!» Тепло благословил свою невестку Бакай. С тех пор у кыргызов сложилась традиция, что невестки избегают старших братьев своих мужей. Глава 9. Как Жаков собрал людей и предложил переехать с Алтая в Андижан. Когда Манас вернулся на Алтай, Жаков и Черда не могли не нарадоваться тому, что у них воспитанная и хорошая невестка. Но один вопрос беспрестанно мучил сердце Жакова, не давая ему покоя. Слава Богу, думал, лежа в постели бессонными ночами старик, Манас женился и стал семейным человеком. Я благодарен Богу за то, что дожил до этих дней. Теперь, если невестка родит ребенка, я могу покинуть этот мир со спокойной душой. Но смирятся ли наши враги, что мы счастливы? Кто может гарантировать, что они не нападут на нас после убийства стольких своих воинов? Никто. Поэтому, чтобы избавиться от калмаков, китайцев, необходимо перебраться на родину предков. Нас здесь мало, а в Алату много кыргызов, которые могут поддержать нас. Когда прошла зима, пришла весна, Жак позвал к себе людей. Вскоре старейшины во главе с Балтой и Бертике пришли к нему на собрание. «Дорогие братья», – произнес Жак, когда шепот толпы прекратился. «Помните, когда умер мой отец Орозу, китайцы, калмаки вторглись на нашу землю и разбросали нас в разные стороны. Одни из нас отправились в Ирен, другие на юг, третьи в Кангай, а мы застряли у каракалмаков на Алтае». «Да, Жак», – тяжело вздохнула Балта. «Никто не забыл те печальные дни. Как вспомню прошлое, не сразу становится плохо. Тогда мы подверглись жестокому насилию со стороны калмаков. Отца разлучили с сыном, а мать от дочери. Не дай Бог нам пережить снова такие дни», – произнес Жак. Все замолчали, с грустью и горечью вспоминая прошлое. «Я молился Богу, чтобы нас миновали такие тяжкие испытания», – продолжил свою речь Жак. «К сожалению, наше положение в последнее время ухудшилось. Мы, напав на калмаков, манжуйцев, разворошили осиное гнездо. Правильно, Манас отомстил за нас. Он в течение 3,5 лет сражался с врагами, разгромил многих из них и защитил честь кыргызов. Учитывая все это, нам нет смысла оставаться на Алтае». «Это верно», – согласился Балта. «Если китайцы нападут, мы не сможем одолеть их. Нас намного меньше. Братья,
У нас нет земли на Алтае, нет кыргызов, которые могут защитить нас, если придется вступить в бой. Поэтому я думаю, что нужно вернуться в Алату. Что вы на это скажете? Ответьте мне без обиняков. Вопросительно посмотрел на собравшихся Жака. О, Боже! Печально покачал головой Бердыке, сидевший рядом с Ахбалта. Ты сразил нас всех, Жаков. Ты, оказывается, поселившись рядом с монголами, китайцами, здорово боишься их. Ты не прав, Бердыке, степенно ответил Жак. Я хочу, чтобы кыргызы были в безопасности. Береженного Бог бережет. Народ, принимающий меры предосторожности, никогда не окажется в беде. Конечно, не окажется. Ты стал говорить пословицами, Жаков. Позволь мне ответить пословицу. У страха глаза велики. Сорока погибает не от осторожности, а от жадности. Может быть, я напуган, ответил Жак, не скрывая раздражения. Но я не жадная сорока. Так что, если даже шутишь, думай о том, что говоришь, Бердыке. Не надо так прыгать на меня, с нажимом произнес Бердыке. Не надо злиться. Если человек выходит из себя, на эти слова попали не в бровь, а в глаз. Я не зря сказал, что ты жадная сорока. Все понимают, что ты предлагаешь это, чтобы переехать в Алай и спасти свою живность. Даже если потеряешь половину в долгом пути, у тебя все равно останется много скота. А как быть беднякам, у которых его мало? Как они будут дальше жить, если лишатся скотины? Ты думал об этом, Бай? Я вношу это предложение из-за того, что думаю в первую очередь именно о них, не сдавался Жак. Если китайцы нападут, не только бедные, но и такие богатые, как я, лишатся всего. Ты хочешь такую участь для своего народа? В упор посмотрел на Бердыке Жак. Нет, резко ответил, не хочу. Но я никак не могу согласиться с тобой. Почему? Когда мы гуртом побежим? Куда мы гуртом побежим? Хныкай, что разозлили китайцев. Я же сказал тебе, Анжижан, Алай, посмотрите на него. Ему захотелось Анжижана и Алая, насмешливо произнес Бердыке. А ты знаешь, что теми землями сейчас владеет Алоке? Знаю. Алоке для нас сейчас страшный враг. Мы вряд ли победим его по двум причинам. Во-первых, у него большая армия. Во-вторых, если мы пойдем к Алоке, между Андижаном и Кашгаром находится великая гора с высокими вершинами и доступными перевалами. Возможно, мы, пытаясь преодолеть ее, все погибнем. Поэтому давайте прекратим разговор о переезде, братья. Никто не мог сказать, что он произнес неправильные, плохие слова. Кто еще хочет высказаться по моему предложению? Разочарованно обратился к собравшимся Жак. Я, выступил вперед Байжигит. Где усы, там и борода, говорят у нас в народе. Жак сказал ничего дурного. Нужно понять, что он призвал спасти наших людей от беды и принять единое решение. Иначе мы станем добычей разъяренных китайцев. Если они нападут, не миновать беды. Многие говорят, что мы должны идти ближе к длинной горе воров. Братья, было бы разумно сесть, посоветовать, заранее обдумать, что делать дальше. Спасибо за поддержку, Байжигит. Мы слышали кыргызов. А что братья-казахи думают об этом? Обратился Жак к Айдаркану. У нас такое мнение, твердо ответил Айдаркан, одетый в красный шелковый халат. Как я погляжу, все вы, старые и молодые, потеряли мужество. Вы ничего не говорите, кроме как давайте убежим, уедем. Но что с вами случилось? Кто хочет вас истребить? Какой китаец собирается приехать и разгромить вас? Что мы увидели сегодня
когда кыргызы и казахи собрались вместе. Если будем и дальше лить из пустого порожня, никогда ни о чем не договоримся. Есть рождение, есть смерть, есть добро и зло. Если настигнет смерть, каждому из нас придется умереть. Послушайте меня, люди, вмешался в разговор Акбалта в белом колпаке. Неправильно, что мы принижаем себя и боимся всех. Посмотрите на земли, занятые детьми алашей. Они, будучи разбросаны по горам, расселились от реки Намут до долины Анырты, до верховий Алтая. Я думаю, что если будем едины, то ни китайцы, ни другие не смогут одолеть нас. Правильно? После смерти Орозды мы были побеждены калмаками и изгнаны на Алтай. Поэтому ваши слова о том, что надо быть осторожным, также уместны. Не успел Акбалта закончить свою речь, как на собрание пришли Манас, Кокчо, Жамгырчи, Абдилда, Болот, Шакун и Айнакул. Старейшины, которые знали о намерении Манаса переехать в Алай, засуетились, поняв, что остались в затруднительном положении. Не догадываясь об этом, Манас удивился, что собралось так много народа. Отец обратился к Жаку. Когда братья пришли к тебе? Вчера. Кто их пригласил? Я. Пусть Бог защитит твою трепетную душу, дитя мое. Поняв без слов, для чего отец собрал всех, Манас молча пошел домой и пригласил старшего конюха Имана и Ускумбая. Когда они прибыли, богатырь приказал им: немедленно отправляйте и возьмите из табуна 12 кобыл, а из стада камбарбоза одного жеребца. Выберите здорового, а не больного, белого, а не черного. Поскольку была середина весны, пригодного для питья кумыса было еще мало. Манас отправил 6 джигитов, нашел кумысов в 600 бурдюках и пригласил всех жителей Аила к себе. Его гости, севшие за скатертью, разосланные на зеленом лугу, пили кумыса столько, сколько хотели, и вдоль наелись желтой колбасы, подгривного жира и белого масла. В конце пира у нас обратился к собравшимся. Народ, Жакоб неправильно поступил, соврав и взбудоражив всех вас. Но его цель достойна похвалы – спасти нас от беды. В течение нескольких лет мы воевали с китайцами и освободили многие наши земли. Враги разгневались и не дадут теперь нам спокойно жить. Китайцы спят и видят, как бы нас отправить на тот свет. Ты слышал это от кого-то? Или это твое предположение? Ехидно спросил Бердикей у Манаса. Нет, это не мое предположение. Я слышал это от Ошпора. Хан Текерту сказал: буруты покорили наши земли. Давайте не дадим им усилиться и уничтожим их. С этой целью он отправил своего колдуна Кингеса к Джан-Джуну Кемену. Говорят, что кроме Текеса, Керкулю, Урбохана, которого невозможно победить, имеется не менее 60 тысяч воинов. Что будет с нами, если они соберутся вместе и нападут на нас? Или вы думаете, что если мы будем просить пощады, китайцы оставят нас живых? Никто не смог ответить на его обоснованные слова, и все растерянно умолкли. Всем стало ясно, что китайцы не просят кыргызов, а война начнется, если не завтра, то послезавтра. Никто не рассчитывает, что китайцы пожалеют нас. Вынужден был ответить на вопрос Манаса Байджигит, так как все молчали. Мы понимаем, что они стали нашими непримиримыми врагами. Если понимаете, почему тогда колеблетесь? Воскликнул богатырь. Почему считаете Сырканов Бейджина, находящий в 5-месячном расстоянии от нас, всемогущим, и боитесь его? В
конце концов, он человек, ангел или дьявол? Какой смысл жалеть себя, когда ввязались в потасовку? Ты прав, ответил успокаивающий Бердыке. Какое у тебя предложение? Нам надо не оставаться на Алтае, собрать большое войско, поделился своей мыслью монастырь. Давайте не отказываться от борьбы и воротим земли предков от китайцев в течение 6 месяцев, чем жить в аду, потеряв отчизну. Лучше сынам кыргызов честью погибнуть на поле боя. После оживленных споров старейшины поддержали богатыря и дали согласие на сбор войска, чтобы выступить в поход против калмаков и китайцев. После этого все остались воевать еще на 2 дня. Манас, зарезав 50 лошадей, угостил их желтой колбасой, подгривным жиром и напоил кумысом, подслащенным медом. Люди остались довольны его щедростью и великодушием. Провожая гостей, богатырь обратился к ним. Спасибо за поддержку моего предложения, братья. И если это так, расходитесь, подготовьтесь к отъезду в Алай через 5 дней. Пусть храбрые жители и богатыри готовятся к походу. Пусть плотники не лежат беспечно. Я возьму землю, оставленную предками. Поэтому всем необходимо выбрать самое лучшее оружие. Не думайте, что я шучу, не кривляйтесь. Всем подготовиться к поездке. Услышали меня? Млад и стар, грозно спросил монах и распустил всех по домам. Участвующие в собрании сдержали слово. Через 5 дней 800 тысяч воинов пришли к богатырю, заполнив степи Алтая. Монах из них 200 тысяч человек отправил по домам. Это были старики с опухшими животами, убогие дети, раненые калеки, немые, глухие, слепые, хромые и косноязычные люди. С оставшимися 600 тысячами воинами богатырь взял направление на Оман и отправился в Туркестан. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.